Дефолт близок. США превращаются в худшую версию СССР. Ныне правящая Демократическая партия США намерена провести революционные изменения, резко повысив социальные пособия и социальную защищенность граждан США. Тем не менее, текущая система американской экономики не позволяет сделать это эффективно. Демократы хотят совместить капитализм с социализмом, не изменив основу управления экономикой. Так же, как когда-то хотел сделать Горбачев, совместив социализм с капитализмом, не перестроив структуру управления, но обо всем по порядку в России сложилось абсолютно неправильное мнение, которое гласит, что Дональд Трамп является чуть ли не нашим другом. И если бы он был президентом, то нам было бы легче. Конечно, это не так. Наоборот, Трамп являлся куда худшим вариантом для России. Трамп пытался вырвать США из скатывания в леволиберальную диктатуру. Пытался усилить американскую экономику, одновременно конфликтуя с тем же Китаем, стремясь снизить его потенциал. Трамп делал сильную Америку. А сильная Америка – всегда сильный враг России. По законам геополитики. Иначе быть не может. Байден же продолжил политику Обамы, только в еще более радикальной форме. Демократы пытаются внедрить масштабные социальные гарантии. Смену политики можно объяснить двумя основными причинами. Первое, старые пердуны из Демпартии, действительно, помешались на леволиберальной повестке. Вторая, в США имеется колоссальный запрос на так называемую социальную справедливость, ведь расслоение в США намного больше, чем в России. И если демократы не удовлетворят этот вопрос, то после следующих выборов вылетят из властных органов как пробка от шампанского. Республиканцы находятся в шоке нынешних шагов демократов, ведь последние рушат основу американского государства. Здесь я даже не буду перечислять, что именно хотят сделать демократы. Если кратко, то три вещи: резко увеличить социальные пособия, быстро построить инфраструктуру, в том числе медицинскую и образовательную, а также завести в США еще больше мигрантов. Но, конечно, на все это нужны деньги. А таких источников у демократов три: резкое повышение налогов на богатых, продолжение работы печатного станка и еще большее наращивание госдолга. Собственно говоря, демократы хотят использовать все три варианта. Но каждый из них будет только лишь приближать крах американской экономики. Рост налога на богатых подорвет основу американского государства, ведь нынешняя экономическая мощь США основывается на тесном взаимодействии государства и крупного бизнеса. Транснациональные компании, работающие по всему миру, приносят в Америку триллионы долларов. Для этого Вашингтон в 20 веке создал им самые благоприятные условия существования. Если упрощать, то из заработанных $10 распределение шло таким образом, что 7 отходило богатым и 3 бедным. Однако деньги шли, рос уровень расслоения, но бедный в США жил так же, как представитель среднего класса в условной Болгарии или Румынии. При росте налога на богатых эти самые богатые, которые, действительно, являются двигателем американской экономики, потеряют стимул для развития своих компаний. А государство в США, в отличие от Китая, не способно играть организующие роли. Дальнейшая бесконтрольная эмиссия ФРС США чревата еще большей инфляцией. Уже сейчас она составляет более 5%, что является катастрофой. Это как для России было бы 20%. Изначально план Байдена состоял в том, что инфляцию от включения печатного станка будет гасить весь мир, ведь доллар до сих пор является мировой валютой. Набиуллина, к слову, делает все от нее зависящее, чтобы внести свою лепту в погашение американской инфляции. Однако было напечатано столько много денег, что мир не справился с переизбытком доллара. В результате эмиссия ударила рикошетом по американской же экономике. Наращивание госдолга частично пересекается со вторым пунктом, ведь напечатанные деньги идут на покупку облигаций правительства, что записывается в госдолг. Тем не менее, демократы намерены увеличить заимствования. Но здесь им нужно, чтобы республиканцы в Конгрессе разрешили увеличить лимит госдолга. А с этим пока что имеются проблемы. Предельный уровень уже достигнут. Хотя для нас будет лучше, если республиканцы все же пойдут на попятную и поднимут лимит. Тогда Америка займет еще больше и, следовательно, будет тратить больше на его обслуживание. Долговая кабала США раскручивается все больше. Конечно, в любой момент можно будет объявить дефолт и списать госдолг. Но тогда США и основные держатели долга откатятся в росте экономики лет на 15 как минимум. Таким образом, США повторяют худший опыт СССР, пытаясь совместить капитализм с социализмом при сохранении предыдущей системы управления. Надеемся, что Америка повторит трагический для нас путь Советского Союза. Но переживать по этому поводу мы не будем. На этом позвольте закончить и ждем вас на нашем канале, а для этого подписывайтесь и пока.